Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна, и у меня сегодня для вас сюрприз. Две новинки лета 2021 года от издательства Лос Карабео, которые приехали ко мне буквально несколько часов назад. В данном видео я буду делать обзор именно на Tarot of Oppositions, или же Таро противоположностей, потому что многие тарологи, как и русско, так и англоязычные, очень ждали релиза данной колоды, поэтому мы начнем именно с нее. Премьера состоялась 25 июня 2021 года. Цена $28. Авторами являются Перлука Дидди, а художником Мишель Далози. Колода поставляется вот в такой матовой с золотым тиснением прочной премиум коробке, которая очень похожа на упаковку Таро Vox Arcana. На официальном сайте в описании говорится, что добро и зло, свет и тьма, отрицательное и положительное, активное и пассивное, мягкое и твердое. Все имеет свою противоположность. В этом Таро присутствует это все в каждом аркане, позволяя увидеть во всем принцип инь-янь и интерпретировать его значение с разных точек зрения. Когда мы открываем упаковку, мы также видим изображение, но уже, скажем так, перевернутое. Да, это у нас королева жезлов, это прямое, это перевернутое значение. Маг, отшельник и верховная жрица. Крышка прилегает плотно. Ну что ж, давайте переходить непосредственно к МБК. Инструкция выглядит следующим образом. На обложке изображена рубашка карт, бумага мелованная. МБК переведено на 5 языков: английский, итальянский, испанский, португальский и русский. К сожалению, именно в англоязычной версии вы найдете для себя больше полезной информации. Итак, первое, что мы видим, вступление, да, под названием «Гармония противоположностей». Здесь говорится, что колода создана для того, чтобы можно было наблюдать одновременно два разных аспекта каждой карты, благодаря чему можно найти равновесие. Эта гармония противоположностей поможет многому научиться во время изучения Таро. Значение карт меняется по мере того, как фокус перемещается с одной полярности к другой и всегда остается в рамках своей собственной природы. Центр карт – это лиминальное пространство, где две полярности ведут диалог, часто позволяя объектам, символам и энергиям переходить из одной крайности в другую. Уделить стоит им особое внимание, потому что в энергии, перетекающей из одной полярности в другую, можно найти истину. Дальше информация о том, как интерпретировать светлую и темную и теневую стороны, в которой говорится, что при чтении Таро противоположностей нужно использовать обе части, обращая внимание на то, нарисованы ли они с преобладанием положительной или отрицательной стороны. Дальше. О том, как тасовать карты, и точнее, что нужно во время тасования сделать так, чтобы у вас были
была половина отрицательной и половина положительной сторон. Ну и дальше стандартная информация о том, как задавать вопросы и шестикарточный расклад. Также обратите внимание, что в русскоязычной версии информация немного урезана, также расклад здесь и четырехкарточный. Давайте и также пример расклада, тогда и как его интерпретировать, да? В русскоязычной версии здесь больше говорится здесь более широкое, обширное объяснение каждой из позиций. Дальше. Интерпретация арканов. Посмотрите, в англоязычной версии у нас достаточно много написано о каждом аркане, да, как для такой маленькой белой книжечки, тем более издаваемой от Лос Карабео, потому что все мы знаем, какие инструкции издает данное издательство к своим колодам. В русскоязычной версии здесь только ключевые слова. Да? Давайте на примере рассмотрим карту дурака. Итак, путешествуете ли вы по неизвестным местам в мире или своего сознания? Вы встретитесь с удивительными энергиями и силами, которые вы не испытали бы, стоя на месте в уже знакомых вам местах. Отправляйтесь в путь в одиночку или в компании тех, кто поможет вам в вашем путешествии. Положительные значения. Уверенность в будущем и обновляющаяся каждый день душа подготовят вас к новым приключениям. Даст подходящий момент, чтобы шагать по миру благоприятно. Но только если вы уже накопили силы. Будьте дальновидны и чисты. Всегда прислушивайтесь к голосу ветра и следуйте его направлению. Теневое значение. Движение не всегда благоприятно. Доверяйте другим, но остерегайтесь тех, кто подталкивает вас к местам и ситуациям, которые могут вам навредить. Подождите лучших времен, когда у вас будет больше энергии, меньше безрассудства и спешки. Вот таким образом у нас также расписаны и младшие арканы, да, только нет общего описания, только позитивные и негативные, светлое и теневое значение. Да. Тогда, когда в русскоязычной версии у нас что мы имеем? Отказ от собственной уверенности. Путешествие, приключения, невинность, безумие, видение, замешательство, творческий настрой, обращение, оригинальность, беспорядок. Ребят, я все-таки рекомендую вам уделить время и перевести англоязычную версию данной инструкции, особенно тем, кто или только начинает работать с перевернутыми арканами, или те, кто хотят укрепить свои знания по перевернутым значениям. Ну что ж, давайте наконец-то приступать к нашим картам. Итак, вырубка карт идеальная, ничего не кошлатится, не осыпается без каких-либо шероховатостей. Карты здесь плотные. Знаете, мне их качество напоминает Таро ночи.
Потому что, например, вот Таро неба и земли, я бы сказала, они плотные, но они более гибкие, они, я бы даже сказала, немножечко тоньше. Здесь мы имеем заглавную и рекламную карты, которые можете использовать по собственному усмотрению. Итак, качество печати и цветопередачи на высоте. Дизайн тоже интересен. Посмотрите, надписи расположены в довольно нестандартном положении, несмотря на то, что я люблю безрамочные карты, рамки здесь мне не мешают. По сути, они нужны только для того, чтобы выделить надпись. Пока что у меня не к чему придраться. Ну что ж, давайте не будем тянуть и поближе познакомимся с нашими картами. Поехали. Дурак. Маг. Верховная жрица. Императрица. Император. Иерофант. Влюбленные. Колесница. Сила. Отшельник. Колесо фортуны. Справедливость. Повешенный. Смерть. Умеренность. Дьявол. Башня. Звезда. Луна. Солнце. Суд.
Мир. Туз кубков. Двойка кубков. Тройка кубков. Четверка кубков. Пятерка кубков. Шестерка кубков. Семерка кубков. К сожалению, данная колода пришла ко мне без одной карты. Отсутствует здесь восьмерка чаш. Поэтому в ближайшее время я буду возвращать колоду. Девятка кубков. Десятка кубков. Паж кубков. Рыцарь кубков. Королева кубков. Король кубков. Туз пентаклей. Двойка пентаклей. Тройка пентаклей. Четверка пентаклей. Пятерка пентаклей. Шестерка пентаклей. Семерка пентаклей. Восьмерка пентаклей. Девятка пентаклей. Десятка пентаклей. Паж пентаклей. Рыцарь пентаклей. Королева пентаклей. Король пентаклей. Туз жезлов. Двойка жезлов. Тройка жезлов.
4 жезлов, пятерка жезлов, шестерка жезлов, семерка жезлов, восьмерка жезлов, девятка жезлов, десятка жезлов, паж жезлов, рыцарь жезлов, королева жезлов, король жезлов, туз мечей, двойка мечей, тройка мечей, четверка мечей, пятерка мечей, шестерка мечей, семерка мечей, восьмерка мечей, девятка мечей, десятка мечей, паж мечей, рыцарь мечей, королева мечей, и король мечей. Ну что ж, подводя итоги, могу сказать, что колода классная, отличного качества, ее хочется держать в руках. Я с ней еще не работала, да, так как она только сегодня пришла ко мне, тем более здесь не хватает одной карты. Я думаю, что данная колода хорошо зайдет тем, кто начинает работать, учиться, да, с перевернутыми арканами, или те, кто хочет закрепить свои знания по перевернутым арканам. И я думаю, что она будет отличной помощницей в оттачивании мастерства. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам эта колода, планируете ли вы ее купить, какие впечатления она у вас вызвала. И желаю всем хорошего дня. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.